Джессика много путешествует, и ее последним пунктом в списке было путешествие в Африку. Она была полна энтузиазма и ожидала встречи с дикой природой, настоящими животными и великолепными пейзажами. Когда самолет приземлился в столице Африки, Джессика испытывала смешанные чувства. Ее сердце билось быстрее, а возбуждение лишь усиливалось, когда она вышла из аэропорта и встретила своего гида по имени Мэтью. Улыбчивый и энергичный мужчина рассказывал Джессике о загадочных местах, которые они посетят, и обещал показать ей настоящую Африку. Они отправились на джипе через просторную саванну, дымящиеся горы и густые джунгли. Джессика была заворожена красотой этой страны и не могла оторвать глаз от природы. Но, к сожалению, их джип сломался, водитель вызвал службу спасения, так как они находились в опасном месте. Неожиданно она заметила тень движущегося объекта позади деревьев. Не было сомнений, это был лев. Хищник казался величественным и неприступным. Он медленно приближался к джипу, очевидно ощущая присутствие человека. Напряжение в воздухе увеличивалось с каждым шагом льва. Он подходил все ближе и ближе. Джессика замерла в ужасе, не зная, что делать. Лев издал рев, который пронзил все вокруг, и Джессика поняла, что ситуация крайне опасная. От паники она не выдержала и начала рыдать. Мэтью быстро проанализировал ситуацию и понял, что у них есть лишь несколько секунд, чтобы спастись. Он сразу приказал Джессике не двигаться и притвориться мертвой. Женщина с трясущимися руками и сердцем сделала то, что сказал гид. Лев подошел к джипу с равнодушным выражением на морде, его взгляд скользнул по телу Джессики. Сердце девушки билось так громко, что она боялась, что лев это заметит. Хищнику понадобилось несколько мгновений, чтобы осознать, что перед ним уже мертвая добыча. Но Джессика не выдержала, выпрыгнула из джипа и начала бежать, а лев кинулся за ней. Тогда Мэтью отпугнул льва ружьем, выстрелив в воздух. Лев повернулся и ушел в джунгли. Джессика и Мэтью с облегчением выдохнули. Жизнь Джессики прошла перед ее глазами, и ее любовь к приключениям стала на грани. Мэтью быстро достал телефон и вызвал службу спасения еще раз, чтобы они прибыли поскорее и помогли им избежать дальнейших проблем. Спасатели быстро приехали и со спокойствием оценили ситуацию. По пути обратно Джессику охватила смесь эмоций: страх, благодарность, возбуждение и благоговение перед этой безжалостной природой. Она понимала, что приключения имеют свою цену и что каждая секунда может быть последней. На следующий день группа отправилась на прогулку по саванне пешком в сопровождении вооруженных рейнджеров. Во время прогулки любопытная Джессика случайно отстала от группы, завороженная красотой дикого цветка. Она хотела сделать несколько фотографий и не заметила, как группа ушла далеко вперед. Когда Джессика осознала, что осталась одна, ее охватила настоящая паника. Она попыталась догнать группу, но в однообразном пейзаже саванны быстро потеряла ориентацию. Джессика решила найти укрытие от солнца и дождаться там, когда рейнджеры ее найдут. Внезапно женщина услышала шорох в высокой траве. Ее сердце замерло, когда она увидела огромного льва, медленно приближающегося к ней. Похоже, это был тот же самый огромный лев, которого она видела вчера возле джипа, вот только теперь на земле он выглядел по-настоящему величественным и грозным. Джессика, едва сдерживая крик от ужаса, опустилась на колени и попыталась незаметно уползти в ближайшие кусты, но хищник быстро ее настиг. Лев грозно зарычал, и Джессика почувствовала, как земля задрожала от этого громкого звука.
Она закрыла глаза, ожидая самого худшего. Но вместо смертельного удара она почувствовала, как что-то тяжелое и мягкое коснулось ее плеча. Открыв глаза, Джессика увидела, что лев осторожно трогает ее своей огромной лапой. Она вспомнила слова Мэтью о том, что нужно оставаться неподвижным при встрече с хищником. Лев обошел вокруг девушки, иногда касаясь ее лапой, словно проверяя, жива ли она. Джессика чувствовала его горячее дыхание на своей коже и слышала, как громко бьется ее собственное сердце. Вдруг вдалеке послышался рев других львов. Джессика с ужасом подумала, что через несколько минут сюда доберется весь Прайд, и ее просто разорвут на куски. Однако, к изумлению девушки, вожак львов издал громкий рык в ответ, словно предупреждая других хищников держаться на расстоянии. Несколько львов из Прайда все же подошли поближе, с любопытством рассматривая странную добычу своего лидера, но большой лев, который сегодня вновь встретил Джессику, не позволил им подойти ближе. Джессика не могла поверить в происходящее. Вожак львов, которого она считала своим убийцей, внезапно стал ее защитником. Она не понимала, почему большой дикий зверь пощадил ее, но была бесконечно благодарна ему за это. Прошло несколько часов, которые показались Джессике целой вечностью. Она лежала неподвижно, а лев продолжал охранять ее от своих сородичей. Наконец, вдалеке послышался звук приближающихся джипов. Лев насторожился, но не двинулся с места. Когда рейнджеры подъехали к ним почти вплотную, лев издал последний громкий рык и медленно удалился в саванну. Джессику окружили группа встревоженных туристов и рейнджеров. Она была в шоке и не могла говорить, только без остановки плакала. Позже, когда Джессика, наконец, пришла в себя, она рассказала местным жителям и Мэтью о своем удивительном опыте. Никто не мог объяснить поведение льва, но все согласились, что это было настоящее чудо. Этот случай глубоко повлиял на Джессику. Она осознала хрупкость собственной жизни и величие природы. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!